Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня предлагаю вашему вниманию вот такой красивый рельефно-ажурный узор с ромбами. Ажура здесь совсем немного, дырочки маленькие, так что узор вполне подойдет для теплых вещей. Посмотрите, изнанка тоже довольно интересная. Мастер-класс я делаю по просьбе Натальи Осиповой. Она прислала к нам свою просьбу в сообщениях группы ВКонтакте. Я прошу прощения у Натальи, что я задержалась с выпуском видео. Просьба была еще в сентябре, но по многим причинам у меня не получилось сделать видео побыстрее. Я понимаю, что дорога ложка к обеду, но так уж получилось. Я буду рада, если для Натальи этот узор еще актуален. Ну а если нет, я думаю, что он понравится многим. Это узор от дизайнера Джулии Адамс. Таким узором она связала плед под названием «Кора ясеня». Я нашла его на сайте Ravelry. Ссылку на сайт, где выставлено бесплатное описание вязания этого пледа, я оставлю под видео. А мы давайте посмотрим на схему. Плед мы вяжем поворотным вязанием. И показаны здесь у нас лицевые и изнаночные ряды. Но на схеме все условные обозначения показаны так, как выглядит узор на лицевой стороне. Это значит, что по этой схеме удобно вязать по кругу. Все ряды вяжем как лицевые, и четные, и нечетные. Ну и вяжем по кругу. Очень удобно. Ну а так как плед вяжется поворотными рядами, то мы лицевые ряды вяжем, читая схему справа налево, затем поворачиваем работу, и уже изнаночные ряды мы читаем схему слева направо. И уже в изнаночных рядах условное обозначение мы будем читать наоборот. Пустая клеточка – это лицевая петля на лицевой стороне. В изнаночном ряду мы будем вязать ее изнаночной петлей. И точка – это изнаночная петля на лицевой стороне. В изнаночном ряду мы будем вязать ее лицевой петлей. Что касается схемы, так как она дана для пледа, то здесь показано, как вязать частями. С 1 по 4 ряд вяжем один раз, с 1 по 32 ряд вяжем несколько раз в зависимости от размера пледа и заканчиваем. Мы с вами свяжем первые 4 ряда и полностью один раппорт в высоту с 1 по 32 ряд. Раппорт узора составляет 12 петель. В 21 ряду раппорт смещается на одну петлю влево. Вяжется несколько рядов, и уже в 30 изнаночном ряду мы смещаем раппорт на одну петлю вправо. Узор несложный, и провязав несколько рядов, вот хотя бы половину, дальше вы уже сами, я уже больше чем уверена, что никто его не будет смотреть до конца это видео, потому что все условные обозначения несложные. Так, я сказала, что раппорт узора составляет 12 петель в ширину, но для вязания мы набираем еще 20 петель. По сути, мы вяжем 2 раппорта и кайму, вот как здесь показано. 15 петель мы будем вязать перед раппортом, затем нужное количество раппортов по 12 петель, и в конце уже 5 петель после раппорта. Если вы вяжете по кругу, то вы набираете нужное количество раппортов по 12 петель. Петли для симметрии узора уже не надо набирать. У меня в образце связано 2 раппорта по 12 петель, плюс петли для симметрии узора, и один раппорт в высоту полностью я связала, вот 4 ряда и еще 32. И связала, не помню сколько, да, пожалуй, вот 22 ряда, еще вот с 1 по 22 ряд основного раппорта, чтобы завершить вот ромбы. Ромбы получаются в шахматном порядке. Вот такие красивые цепочки на изнаночной глади. Давайте начнем. Набираем 32 петли вместе с кромочными. У автора 2 кромочных петли в начале и 2 кромочных петли в конце. Кромочные петли в начале каждого ряда нужно снимать. Мы сейчас с вами свяжем 4 ряда перед основным
узором. И дальше будем вязать узор. Кому покажется, что я говорю и вяжу слишком быстро, вы можете уменьшить скорость в настройках. Итак, мы вяжем первый лицевой ряд. Рабочая нить у нас за работой. И мы первые 2 петли снимаем, не провязывая. Далее у нас будет 2 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевых. Это мы провязали 15 петель перед раппортом. Вяжем 12 петель раппорта. 2 изнаночных, 3 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевых. Это мы провязали 12 петель раппорта и 5 петель для симметрии узора. 1 изнаночная и 4 лицевых. В лицевых рядах 2 кромочные последние провязываются лицевыми. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы вяжем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Но 2 кромочные петли в начале каждого ряда мы будем снимать, не провязывая. Рабочая нить перед работой и 2 петли мы снимаем, не провязывая. Ну, постараемся не затягивать. И далее мы вяжем петли по рисунку. Лицевые провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. И так до конца ряда. Вот мы провязали второй ряд, и вот последние 2 петли кромочные мы их вяжем по рисунку. Провязываем 2 изнаночных. Третий лицевой ряд, рабочая нить за работой, 2 петли снимаем, не провязывая. 2 лицевые, 1 изнаночная. И вяжем следующий элемент. Замочек, цепочка. У Хитоми Шида в японских узорах в переводе этот элемент называется узелок. В общем, как хотите, называйте его. Третья петля накидывается на первую и вторую. Получаем 2 петли и из них вывязываем 3. Лицевая, делаем накид, лицевая. Вот такой нехитрый, красивый элемент. Далее будет 4 изнаночных. И снова вывязываем цепочку. Третью петлю накидываем на первую, вторую, лицевая, накид, лицевая. Мы провязали 15 петель перед раппортом. Я в дальнейшем уже не буду говорить вам петли перед раппортом и после раппорта. Я буду говорить общее количество петель. 2 изнаночных и снова из 3 петель мы вывязываем 3 вот таким образом. 4 изнаночных. И снова вывязываем цепочку, замочек. Третья петля накидывается на первую, вторую, лицевая, накид, лицевая. Затем 1 изнаночная и 4 лицевых. Последнюю петлю мы тоже вяжем лицевой. В 4-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и не забываем первые 2 петли кромочные снимаем, не провязывая, рабочую нить перед работой. Далее мы вяжем петли по рисунку. Я такие ряды в видео пропускаю, вы вяжете их самостоятельно. Главное не забыть снять 2 первые петли. Провязали 4 ряда перед раппортом и начинаем вязать большой раппорт узора. Первый лицевой ряд.
2 кромочные снимаем, не провязывая, нить за работой. 2 лицевые, 1 изнаночная. Далее 4 петли нужно перекрестить в левую сторону. 3 петли мы оставляем на дополнительной спице перед работой. Я меняю петли местами. Вот 3 петли мы оставляем перед работой. Вы можете взять дополнительную спицу. Провязываем изнаночную петлю. И петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Но тоже вам не надо уже говорить, что здесь не надо вязать туго. Далее у нас будет 2 изнаночных. И навстречу перекрещиваем 4 петли в правую сторону. Первую петлю мы оставляем на дополнительной спице за работой. Либо меняем вот так петли местами. Провязываем 3 лицевых. И петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных. И повторяем. 3 петли мы оставляем перед работой. Провязываем изнаночную петлю. Петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем 2 изнаночных и 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 петля у нас за работой остается. Провязываем 3 лицевых. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И у нас будет до конца ряда 1 изнаночная, 4 лицевые. Во втором изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, не забываем первые 2 петли снять, не провязывая. Вы знаете, у нас там за окном во дворе спиливают ветки с деревьев. И я не знаю, вам слышно или нет. Но я прошу прощения, я ничего не могу сделать. Я не думаю, что, если даже и слышно, я не думаю, что это так слишком мешает. Все-таки я все позакрывала. Продолжаем вязать 3-й лицевой ряд. 2 петли снимаем, не провязывая. 2 лицевых. 2 изнаночных. Из 3 петель вывязываем цепочку. 3-ю петлю накидываем на первые 2, вяжем лицевая, накид лицевая. Снова 2 изнаночных и снова вывязываем цепочку. Далее 4 изнаночных, вывязываем цепочку из 3 петель. 2 изнаночных и снова вывязываем цепочку. Согласитесь, совсем не трудно. Далее у нас будет 2 изнаночных и 4 лицевых. В 4-м изнаночном ряду мы провязываем петли по рисунку, не забываем про 2 кромочные в начале, которые нужно снять. 5-й лицевой ряд. Первые 2 кромочные снимаем, не провязывая, нить за работой. 2 лицевых, 2 изнаночных. 4 петельки перекрещиваем влево. 3 петли оставляем перед работой. Провязываем 1 изнаночную. Петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем сразу же навстречу им перекрещиваем 4 петли вправо. 1 петлю оставляем за работой. Провязываем 3 лицевые. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Затем у нас будет 4 изнаночных. И повторяем. 4 петли перекрещиваем сначала в левую сторону. 3 петельки оставляем перед работой. Провязываем изнаночную петлю. Петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И навстречу им перекрещиваем 4 петли вправо. 1 петлю оставляем за работой. Провязываем 3 лицевые. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И у нас будет до конца ряда 2 изнаночных и 4 лицевых.
В 6 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, не забываем про 2 кромочные, которые нужно снять в начале ряда. Седьмой лицевой ряд. Снимаем первые 2 петли, не провязывая, 2 лицевых, 3 изнаночных. Вяжем цепочку из 3 петель. Третью петлю накидываем на первую, вторую, лицевая, накид, лицевая. И снова повторяем. Третью петлю накидываем на вторую, лицевая, накид, лицевая. Далее будет 6 изнаночных. И вяжем цепочку из 3 петель 1 раз и 2 раз. Затем у нас будет 3 изнаночных и 4 лицевых. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Первые 2 кромочные снимаем. Провязали 8 рядов основного узора, всего 12 рядов мы провязали. Смотрим внимательно на схему. 9 лицевой ряд и 10 изнаночный мы вяжем петли по рисунку. Здесь у нас нет никаких перекрещиваний. Только не забываем, что в начале каждого ряда мы 2 петли снимаем, не провязывая. Давайте самостоятельно провяжем эти 2 ряда. Провязали еще 2 ряда. Вот как красиво получается. Я думаю, вы уже поняли принцип вязания. Ну, давайте будем продолжать. 11 лицевой ряд. Первые 2 кромочные снимаем, 2 лицевые, 3 изнаночные. Вывязываем замочек из 3 петель. 1 раз. Вывязываем замочек из 3 петель 2 раз. Дальше 6 изнаночных. И снова вывязываем замочек из 3 петель 1 раз и 2 раз. И до конца ряда будет 3 изнаночных, 4 лицевых. В 12 изнаночном ряду вяжем петли по рисунку, не забываем снять первые 2 кромочные петли. Тринадцатый лицевой ряд. Снимаем 2 кромочные, не провязывая, 2 лицевых, 2 изнаночных. 4 петли перекрещиваем вправо. Первую петлю оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевые, петлю, оставленную за работой, с дополнительной спицы вяжем изнаночной. Затем следующие 4 петли мы перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли, оставленные перед работой, мы вяжем лицевыми. Далее 4 изнаночных и повторяем. Сначала 4 петли мы перекрещиваем в правую сторону, 1 петлю оставляем за работой, вяжем 3 лицевых, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петельки перед работой, вяжем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И до конца ряда у нас будет 2 изнаночных, 4 лицевых. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Не забываем про первые кромочные петли. 15 лицевой ряд. Снимаем 2 кромочные, 2 изнаночных, третью петлю накидываем на
первую, вторую, провязываем лицевую, делаем накид, провязываем лицевую. Связали один замочек или цепочку, 2 изнаночных и снова вяжем цепочку из 3 петель, затем 4 изнаночных, снова вяжем цепочку из 3 петель, 2 изнаночных и еще раз вяжем цепочку из 3 петель. В конце ряда будет 2 изнаночных, 4 лицевых. В 16 ряду петли вяжем по рисунку. Не забываем снять первые 2 кромочные. 17 лицевой ряд. Снимаем 2 кромочные петли, 2 лицевые, 1 изнаночная. Четыре петли перекрещиваем сначала в правую сторону, одну петлю оставляем за работой, вяжем 3 лицевых, петлю оставленную за работой вяжем изнаночной. Затем у нас будет 2 изнаночных и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее 2 изнаночных и повторяем. Сначала 4 петли мы перекрещиваем вправо, 1 петля за работой, вяжем 3 лицевые, петлю за работой вяжем изнаночной. Вяжем 2 изнаночных дальше и 4 петли перекрещиваем влево. 3 петли оставляем перед работой, вяжем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И до конца ряда у нас будет 1 лицевая, изнаночная, 4 лицевых. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, не забываем про первые 2 кромочные петли. 19 лицевой ряд. Снимаем первые 2 кромочные, 2 лицевые, 1 изнаночная, замочек из 3 петель, 4 изнаночных, замочек из 3 петель, 2 изнаночных, замочек из 3 петель, 4 изнаночных, замочек из 3 петель, 1 изнаночная и 4 лицевых до конца ряда. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, не забываем про первые 2 кромочные. Сейчас мы будем вязать 21 лицевой ряд, и здесь у нас раппорт узора смещается влево на 1 петлю. Итак, 21 лицевой ряд. Снимаем первые 2 кромочные, вяжем 2 лицевые, 4 петли перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем за работой, провязываем 4 лицевых, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 4 изнаночных и перекрещиваем 4 петли влево, 3 петли оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Сразу же навстречу им перекрещиваем 4 петли вправо, 1 петля остается за работой, провязываем 3 лицевых, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Затем 4 изнаночных и 4 петельки перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой, вяжем 1 изнаночную, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. 3 лицевых. И у нас будет 4 лицевых до конца ряда. В 22
изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Первые 2 кромочные снимаем. Двадцать третий лицевой ряд. Снимаем первые 2 кромочные, 2 лицевые, замочек из 3 петель, 6 изнаночных, снова замочек из 3 петель, еще раз замочек из 3 петель, 6 изнаночных, еще раз замочек из 3 петель. Так, накид забыла сделать. И 4 лицевых до конца ряда. В 24 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Не забываем про кромочные. Провязали 24 ряда узора, вместе с первыми 4 получается 28 рядов. И смотрим внимательно на схему. 25 лицевой ряд, 26 изнаночный ряд, в них петли вяжутся по рисунку. Давайте самостоятельно провяжем эти ряды. Тут нет никаких перекрещиваний, никаких замочков, узелочков. Не забываем только про первые 2 кромочные петли. Вяжем 27 ряд. Снимаем первые 2 петли, 2 лицевые, замочек на 3 петлях, 6 изнаночных, замочек на 3 петлях, еще раз замочек на 3 петлях, 6 изнаночных, и еще раз замочек на 3 петлях. 4 лицевых до конца ряда. В 28 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 29 лицевой ряд. Снимаем первые 2 кромочные, 2 лицевые, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 3 петли оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее будет 4 изнаночных, 4 петли перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем за работой, провязываем 3 лицевые, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее следующие 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 3 петли оставляем перед работой, вяжем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем 4 изнаночных и 4 петельки перекрещиваем в правую сторону. 1 петля за работой, вяжем 3 лицевых, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. 4 лицевых до конца ряда. В 30 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Не забываем про кромочные петли. Тридцать первый лицевой ряд.
Снимаем 2 кромочные, 2 лицевые, 1 изнаночная, цепочка или замочек из 3 петель, 4 изнаночных, снова цепочка или замочек из 3 петель, 2 изнаночных, еще 1 цепочка из 3 петель, 4 изнаночных и еще раз замочек из 3 петель. Далее будет 1 изнаночная, 4 лицевых. В 32 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Итак, провязали 1 раппорт в высоту замечательного узора с ромбами. Автор назвал этот узор кора ясеня. Я не знаю, какая у ясеня кора, но узор мне очень нравится. Кстати, изнанка тоже. Посмотрите, как он великолепно смотрится. Из толстой пряжи будет шикарный плед в таких вот ромбах, ячейках. Из не очень толстой пряжи будет шикарная шапка и шарф. Комплект нужно связать. Ну а то, что уже пуловеры, кардиганы, это понятно. Можно вязать этот узор как отдельный центральный узор, да, на фоне какого-нибудь риса или изнаночной глади. Вот пуловер, да, центральный узор. Можно полностью связать. Ну, в общем, узор великолепный. Давайте скажем спасибо Наталье Осиповой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам во всех наших соцсетях. Ссылки на них вы найдете под каждым видео. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.